Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, новыми встречами и нашими разговорами с Евгением Мураевым. Он на связи. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Евгений Владимирович, сегодня такой широкий круг проблем хотел бы с вами осветить, потому что много таких вспышек ярких информационных, причем и глобального уровня, и, конечно, российско-украинского противостояния, которое, в общем-то, и не думает разрешаться. Все, как вы говорили, в прошлый, там, позапрошлый раз. Понятно, что эти контакты, переговоры, пока все откладывается в долгий ящик, вроде бы как такой лучик или как отражение, там, блеснул золотым зубом надежды ступ, говорит, а вдруг в ЮАР встретятся на Г-20 Трамп и Путин. Но уже есть официальные данные, что не встретятся. В общем, отправляется делегация из России без Путина. И к переговорам не идет. Вместо этого мы видим эскалацию, причем очень нервную ситуацию вокруг Покровска. С этого хочу начать, и чтобы вы... вместе давайте подумаем и поделитесь своими впечатлениями. А какие нарывы вот этой войны власти, военно-политического руководства, прежде всего Украины, вскрыла Покровская ситуация? На чем вы сосредотачиваетесь, когда слышите этот поток новостей, причем в разнобой с этого направления? Саш, я вообще на этом не сосредотачиваюсь. Я вижу гораздо более глубинные причины конфликта, да, его продолжение и его влияние на глобальные геополитические процессы в треугольнике Пекин, Москва, Вашингтон. Поэтому то, что происходит, это всего лишь отражение ситуации. И то, что в датском королевстве, извините, украинском королевстве ничего не меняется. Зеленский, как обычно, да, как пиарщик, грамотный пиарщик, наверное, один из лучших, да, на постсоветском пространстве, пытается использовать это как информационную компоненту войны. И здесь он решает две очевидные задачи. Первая – это задача, которая призвана доказать коллективному Западу, что его инвестиционные вливания в украинский конфликт в первую очередь рентабелен, и ему надо показывать позитивную динамику на фронте или хотя бы стабильность ситуации на фронте, и попытки, да, взять в окружение украинскую армию и на отдельных участках идут вразрез с его политической установкой. Да? Если мы помним, во время встречи с Трампом он пытался показывать альтернативную ситуацию, прибегая к военным картам, которые были отвергнуты Трампом. Это же общеизвестная информация. И сейчас то, что происходит под Покровском, может очень сильно ударить по Украине, вернее, по режиму Зеленского, особенно в период нерешенной проблемы бюджетного дефицита 2026 года. Если вы помните оценки The Economist, порядка 130 миллиардов – это необходимые средства, которые должна получить Украина. А на сегодняшний день и замороженное финансирование по линии МВФ, и по линии ПУР, да, и по линии других программ, которые раньше финансировали вооруженные силы Украины и покрывали бюджетные дефициты на социальные программы государства. И поэтому на этом фоне, пока идут переговоры о дополнительном финансировании, поражение на фронте может отрицательно сказаться на уверенности инвесторов в логичности продолжения выделения дополнительных средств. Плюс есть внутренняя ситуация. То есть это, естественно, деморализует войска. Это, естественно, убеждает население Украины активнее прятаться от бусиков и ТЦК. И, соответственно, это негативно скажется на всей линии фронта в ближайшей перспективе, что больно ударит по Зеленскому, заставит его садиться за стол переговоров. А ложь накануне выборов, которая будет явной, да, и которая станет очевидной для всех, больно ударит по его политическим перспективам, а значит, по его жизнеспособности. В общем, это клубок неприятностей Зеленского, который выливается и за который платят в первую очередь сами украинцы. Сегодня подобные сентенции, они звучат из уст разных аналитиков, но, простите, когда целая Минобороны Российской Федерации говорит... В общем, два варианта. Или Зеленскому лгут, или Зеленский лжет.
Это они комментируют ситуацию, когда вот это совещание, он говорит, Купянск защищают, там 60 человек. Хотя все прекрасно видят и понимают, что это какая-то абсолютная дичь, то, что он выдал на совещании. Ровно как и там другие моменты. Это в пятницу произошло, когда Малюк рассказывал, что поразили Орешник, когда его еще, наверное, и никто не видел. 1,5 года назад половину панцирей поразили, нефтянку бьют. В общем, нужно было добавить вот этого серьезного какого-то весомого аргумента. Плюс абсолютная ситуация, когда он не ориентируется в войсках. Вот вы как отвечаете на этот вопрос? Понятна мотивация, вы ее описали. Но то, что мы слышим от Зеленского, который поехал туда, в сторону передовой, встретился с бойцами, с разными интересными нашивками и шевронами, всех наградил. То есть тут как бы пора давать разнос, пора, чтобы головы летели среди военного руководства за вот такие проблемы, которые складываются на передовой, а он едет и награждает. Он все-таки лжет или ему лгут? Как бы вы ответили на этот вопрос? Вопрос объемный, да? Давайте начнем сначала. Раньше для того, чтобы бороться с Российской империей, с Советским Союзом, да, коллективный Запад формировал коалиции, выделял огромное количество денег, вооружал многочисленные армии, которые наносили ущерб славянам, да, давайте так скажем, в общем, чтобы никого не ранить. На сегодняшний день славяне воюют между собой, и коллективный Запад выделяет всего лишь деньги. Да? Старое вооружение советское, которое осталось после выхода Советского Союза из коллективного договора Варшавского, да? И старая система вооружения, которые утилизировались в Украине, да. По сути, Запад сейчас выделяет деньги, пока видит, что выделяемая сумма меньше, чем совокупный ущерб, который наносится промышленному потенциалу, человеческому, мобилизационному и России, и Украины одновременно. Потому что конфликт рано или поздно закончится, рано или поздно есть риск того, что мы снова объединимся в военно-политический союз, экономический союз, да, неважно, в рамках БРИКСа или какого-то другого, да, объединения, но будем снова представлять угрозу для коллективного Запада. Поэтому они стараются максимально руками Украины нанести ущерб этому потенциальному объединению. Когда они будут выделять эти деньги? Пока есть перспектива, да, пока у Украины есть шансы продолжать наносить серьезный ощутимый урон, и поэтому ситуация в Покровске, ситуация в Мирнограде и Купянске, она на сегодняшний момент принятия ключевых решений по продолжению финансирования является индикативной. И поэтому Зеленский туда поехал. Да? То есть, если Зеленский проехал в Покровск, это означает, что нет окружения. Это же тоже понятный символ, который он пытается послать вовне. Мы не понимаем, встреча была внутри Покровска или в каком-то штабе за пределами окружения, что скорее всего. Да? Потому что удивительно, почему Зеленский не принял предложение, предполагая, что Путин искривляет факты и говорит, что есть окружение, Зеленский настаивает, что его нет. Да, логично было пойти на поводу у его предложения и пустить туда журналистов для выяснения ситуации. Но если украинская сторона отказалась, значит, скорее всего, лидер Российской Федерации близок к истине или прав. Поэтому вот эта театральная постановка Зеленского, да, она как бы на когнитивном уровне должна показать, что это не соответствует действительности, не опровергая самого факта. Вот. Поэтому думаю, что это все в ближайшие дни очень больно ударит по украинской власти и ударит по моральному духу украинской армии. Как вы трактуете, потому что лично для меня это загадка. Обычно, когда приезжает какой-нибудь гость из Америки, там ковровые дорожки, мероприятия, форумы, выставки, дроны показывают, не знаю, в Бабий Яр водят, как Келлога. В общем, много таких моментов, да? Программы целые, там дороги перекрывают, Киев парализуют. А тут приехал Уитакер, это посол США при НАТО, приехал и обозначил свой приезд таким четким посланием, что, в общем, мир с помощью Трампа, и они встретились, фоточка как бы есть, а всего остального антуража нет. И многие связывают это прямо с событиями на фронте, с положением дел, мол, Зеленский, как дела? Готов идти на Москву, блэкауты, вот это вот освобождать, вперед? Не получается? Ну тогда давай, вот есть
какие-то предложения, которые там не озвучены были в прессе с момента встречи в Вашингтоне, или какие-то новые предложения от Соединенных Штатов Америки. Грубо говоря, что привез Уитакер? Как это читается? Саш, я не ответил на ваш предыдущий вопрос касательно Зеленский обманывает или его обманывает. Да? У нас есть две такие парадоксальные личности в истории, как Леонид Черновецкий и как Виталий Кличко. Да? И вот их форма не совсем адекватная, да, позволила им управлять столицей достаточно долгое время, паразитировать на коррупции и при этом не быть привлеченным к ответственности. То есть у нас, как бы, извините, к дуракам очень снисходительно относятся. Поэтому я думаю, что сейчас Зеленский уходит в крайнюю степень, да, пытаясь перенять их лавры на себя для того, чтобы ответственность потом была ниже. Теперь касательно приезда постоянного представителя при НАТО Соединенных Штатов Америки. Да, я думаю, что глобальные договоренности между США и Россией были достигнуты в Анкоридже, были закреплены потом во время встреч Трампа, Си и телефонных переговоров Трампа и Путина. И есть часть обязательств, которые взамен на обязательства России должны пролоббировать со стороны Украины представители США, поскольку мы с вами понимаем, что Украина зависима или даже находится под внешним управлением Соединенных Штатов, и, соответственно, значит, только Соединенные Штаты могут повлиять на принятие политических обязательств со стороны Украины, таких как нейтральный статус, отношение к русскому языку, национальным меньшинствам, религиозным громадам и так далее. Поэтому я думаю, что соответствующая сейчас вот такая челночная дипломатия, она привозит с собой ультиматумы и выдвигает требования по решению глобальных задач, которые уже в общем виде решены между двумя руководителями геополитических игроков. Ну, то, что никак не сопроводили этот визит, нам о чем говорит? Что что-то неприятное для Зеленского привез? Что нет никаких плюшек, да, нет никаких позитивных решений, гордиться особо нечем, и что Соединенные Штаты имеют определенные рычаги влияния. Мы их с вами прекрасно знаем. Обмен разведданными, связь на поле боя, поставка систем вооружений, финансирование. Плюс многие забывают, что Соединенные Штаты кардинальным образом влияют на решения Европейского Союза, да, и мы это неоднократно видели по поводу, да, вот в формате встречи с фон дер Ляйен, повышения в одностороннем порядке пошлин для товаров Европейского Союза, а также сделка на 3 года по поставке углеводородов на 750 миллиардов долларов. То есть Соединенные Штаты, по сути, используют Европейский Союз как свою колонию, ну, по крайней мере, при президентстве Трампа, и выжимают из нее все соки. Точно так же Соединенные Штаты или Трамп, да, давайте сейчас разделим эти два понятия, имеют отдельные персональные отношения с лидерами европейских государств, которые могут блокировать решения Европейского Союза в целом, поскольку решения принимаются консенсусом. И, соответственно, они могут повлиять на глобальную помощь со стороны Европейского Союза, да, военную и финансовую для Украины. Поэтому приезд руководителя такого уровня, который не сопровождается помпой, встречами, совместными конференциями, ничего хорошего режиму Зеленского не сулит и, скорее всего, означает ультиматум со стороны всех союзников Украины. Вернемся к этому вопросу и как бы, знаете, как вот это гадают на картах, там, чем сердце успокоится, это будет немножко позже. Вы так очень интересную фразу сказали, что США и Трамп. Слушайте, а действительно США и Трамп сейчас не одно и то же. Но о внутреннем, вот прямо сейчас, вот поговорим о внутреннем положении дел в Соединенных Штатах Америки. Я все-таки о Китае хотел бы спросить. Да? Китай. На этой неделе должна быть сделка. Reuters передает буквально вот сегодня, перед нашей встречей, что Китай делает послабления, то есть определенные уступки по ответным мерам на тарифы. Сами тарифы будут пересмотрены в Верховном суде.
То есть разные оценки. Одни ожидают, что чуть ли Трампу, в общем, не выставят на вид вот эту тарифную политику. Трамп бьется как может, говорит, сенаторы все, в общем, все под козырек. Мы сможем и без Конгресса, и без вас. В общем, давайте. Я буду править. Ну и, соответственно, получает протесты «нет королям». Между тем, очень серьезный удар – это выборы мэра Нью-Йорка. Тоже получает внутри Трамп. Ему очень нужна выгодная сделка с Китаем. Очень нужна. Китай тоже это понимает. Но буквально на медне, да, перед вот этими решениями, приезд Мишустина в Китай выглядит как вызов. Как вы охарактеризуете отношения США и Китая, взаимозависимость этих двух больших ключевых стран? И действительно ли Трамп готов уступать вот сейчас и находится в этом положении? Так, по крайней мере, все трактуют после визита и личной встречи Си и Трампа. Саша, я немножко по-другому вижу эту ситуацию. Ну, во-первых, я бы расширил еще раз сейчас геополитику до треугольника Москва, Пекин, Вашингтон. Раз. Второе, я бы разделил интересы Трампа и интересы Соединенных Штатов. Трамп достаточно экстравагантный президент, да, он очень одиозный. Он нарушает все правила международной и внутренней политики. И на сегодняшний день он ведет войну и на внутреннем, и во внешнем периметре. Причем достаточно неоднозначную, я считаю, потенциально угрожающую в первую очередь ему и республиканцам в целом. То есть Трамп, по сути, давайте начнем сначала, с тарифной войны и о том, что вы говорите, судебная система. Да? То есть Трамп пользуется законом Соединенных Штатов 1977 года, который в случае экономической чрезвычайной ситуации дает ему расширенные полномочия. На основании этого закона, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию, он начал тарифную войну не только со своими оппонентами, но и с союзниками. Да, мы знаем, что введены пошлины против Великобритании, против Канады, против Европейского Союза, да, что помогает Китаю объединить в том числе и своих внутренних оппонентов, извечных, да, я имею в виду Японию, Южную Корею. Вы знаете, подписан между ними договор о создании определенных экономических союзов. И все это на фоне Трампа как слона в посудной лавке. Да? Но он это делает одновременно на всех фронтах. Да? Вот касательно пошлин, он уже проиграл. Сейчас 5 ноября поступило дело в Верховный суд, но все предыдущие инстанции, да, апелляционную и первую, он уже проиграл, потому что считают, что суды посчитали, что он злоупотребляет властью, да, он пользуется этим законом, подменяя собой Конгресс, что ломает вообще всю институциональность Соединенных Штатов, на которых, в принципе, США и держались, да, на балансе системы сдержек и противовесов. То есть Трамп сейчас давит на судебную систему, давит на конгрессменов и давит на органы местного самоуправления. В Конгрессе он устроил шатдаун, да, по сути, в стране и давит на своих конгрессменов, чтобы они не вступали в договоренности с демократами. Есть такое правило, вылетело из головы, как называется, но когда меньшинство может специальную процедуру, французское такое слово, вылетело из головы, применять, при котором не простым большинством принимается решение, а в Сенате, в Конгрессе необходимо 60 голосов. Напомню, что у республиканцев 53 голоса, 47 у демократов. Это не решает проблему, но это позволяет флибустьер, по-моему, флибустьер. Процедура, да, но это позволяет демократам, затягивает принятие основных решений. А шатдаун приносит кучу проблем, которые вызывают уже забастовки, да, в первую очередь в авиационной сфере, которая приносит порядка 5% валового внутреннего продукта США. Это огромные деньги, это срывает внутреннюю стабильность авиаперевозок, да, и, естественно, оказывает влияние на электоральные предпочтения граждан США. Вы видели, на фоне каких масштабных протестов происходят эти события, да, плюс Трамп ведет себя весьма экстравагантно, как я говорил, да, постит всякие видеоролики, где он на истребителе выделяет, извините,
выливает на головы демонстрантов, да, фекалии и так далее. Поэтому сейчас он, в принципе, развязал войну с тремя вертикалями власти США. Это может привести к негативным последствиям. Решение Верховного суда будет в середине 2026 года, а выборы в Конгресс осенью того же 2026 года. То есть в зависимости от того, сможет ли Трамп поломать судебную систему, Конгресс, органы местного самоуправления, мы сможем с вами говорить о перспективах выборов в Конгресс и, значит, решений, которые будут принимать органы законодательной власти Соединенных Штатов Америки. А из этого будет формироваться и внешняя политика, и помощь Украине, и, соответственно, взаимоотношения с Китаем и другими центрами силы. Теперь касательно Китая и России. Ну, во-первых, это не первая встреча, а 30-я. Во-вторых, живя в Китае, я могу сказать, очень важно анализировать каждое слово, которое сопровождает те или иные процессы. Что сказал Си Цзиньпин на встрече с Мишустиным? Он сказал, что он уверен, что углубление двухсторонних отношений между нашими странами, Китай и Россия, скажутся не только на развитии наших стран, но и повлияют на мир и развитие во всем мире. То есть это заявка, которая делается в рамках БРИКС и в рамках формирования второго полюса миропорядка. Возможно, их будет 3, да, и Россия сохранит влияние на определенные территории. Возможно, это будет в рамках БРИКС гораздо большее объединение. Но вот эти слова, к ним надо относиться очень серьезно. Кроме того, если мы понимаем встречу в Пусане, да, в Корее, между Трампом и Си, которая... Давайте тоже историю посмотрим. У нас была первая встреча между Си и Путиным в мае. Да? Вторая встреча, Путин приезжал уже в Пекин в сентябре. Между ними в августе встречался Путин и Трамп. Сейчас Си в октябре встречался с Трампом. То есть у нас происходит вот этот самый треугольник, в котором наводится резкость и идет торговля по распределению интересов и новой архитектуре безопасности. И уже можно говорить не только о нашем материке, а в целом. И судить мы теперь должны не по заявлениям, а по действиям. Да, Трамп не ввел санкции по нефти, не ограничил покупку российской нефти, значит, не повлиял на Россию и на конфликт, который происходит в Украине. Да? Трамп снизил пошлины по отношению к Китаю. Китай отсрочил всего на год свои ограничения по экспорту редкоземельных металлов, а это ключевые компоненты для отраслей высоких технологий. Это чипы, это неодимовые магниты, это военно-промышленный комплекс США. То есть это серьезный удар по экономике и по влиянию мировому США, поскольку США держит своих партнеров на привязи поставками систем вооружений. То есть так или иначе Соединенные Штаты, да, несмотря на всю риторику Трампа, по действиям дали заднюю. Кроме того, Индия нарастила покупки нефти, Китай не собирается отказываться от поставок. То есть это говорит о том, что в принципе, я думаю, что глобально сейчас Соединенные Штаты в лице Трампа держат такое поражение, да, того, что он пытался сделать нахрапом или в ультимативной форме продавить за счет какого-то хайпа или остаточного веса США. Мир меняется. И тут очень важно, в том числе и Зеленскому, да, и сейчас той группой людей, которая управляет политикой Украины, это понимать. Потому что это будет не только их персональная трагедия, это в первую очередь ударит по перспективам нашего государства, да, и по возможности его потом дальнейшего восстановления и сохранения как государства и нации в целом. Нападет ли Трамп на Венесуэлу? Говорит, не нападу. Но, в общем-то, тоже здесь откат. Да, он когда-то говорил, что не нападет Саша и на Иран, да, и что не будет никаких ударов. Смотрите, хвост виляет собакой. Помните известное произведение? Нужна маленькая победоносная война. То есть сейчас налицо кризис политический в Соединенных Штатах. И чем ближе будет октябрь, тем страшнее для Трампа перспективы. Поэтому ему нужно либо действительно добиться большой сделки с Китаем, чтобы были ощутимые позитивные эффекты экономический рынок Китая и США связаны неразрывно. То есть на сегодняшний день Китай является
монополистом в цепочке поставки определенных компонентов, да, для промышленности США. И точно так же, в принципе, экономика Китая все больше и больше диверсифицирована, но 10% ВВП Китая – это рынок Соединенных Штатов Америки. Глобально ли это может подорвать ситуацию экономическую в Китае? Нет. Но окажет ли это негативное влияние в случае, скажем так, недопуска китайских товаров ввиду больших пошлин? Конечно, окажет. И как любой руководитель государства, Си Цзиньпинь, безусловно, руководствуется его интересами, но здесь и политические интересы, и экономические, да, они тесно связаны, пересекаются, поэтому две страны взаимозависимы. Но есть зона интересов Китая, да, и Венесуэла в том числе входит в эту зону, поскольку нефть, которая поставляется из Венесуэлы, она в первую очередь поставляется китайским переработчикам, так же как нефть иранская, так же как нефть Российской Федерации. Поэтому я думаю, что Трамп находится сейчас на пороге принятия этого решения. Та ли это победоносная война, которая сможет повлиять и на его оппонентов в лице Китая и России, и сможет ли она быть для него настолько успешной, чтобы не ударить по его репутации еще больше. То есть, входя в этот конфликт, он должен понимать, что это действительно будет маленькая победоносная война, а не тот конфликт, в котором он увязнет, погибнет какое-то критичное количество американских солдат, что скажется на его репутации. Безусловно, есть еще огромный соблазн, потому что Венесуэла хоть и добывает 1% мировой добычи нефти ежегодно, но она имеет 17% мировых запасов. И контроль над ними, да, наверное, является основополагающим. Плюс, давайте понимать, Трамп не контролирует, да, такую премию, которую он хотел получить, Нобелевскую премию мира, но и ее вместо него получила оппозиционерка в Венесуэле. И, скорее всего, это дело рук глобалистов, поэтому игра по деинсталляции власти Мадуро – это, скорее всего, их игра. И вот тут сейчас будет компромисс между ними и Трампом. Вяжется ли он в игру по их правилам, где будет рисковать, конечно, получить большее поражение, ну, и у него потом будут прыгать на груди. Я думаю, что сейчас идет и раскол внутри республиканцев. Я думаю, что есть, как всегда, и партия войны, и партия мира, которые лоббируют интересы в любом случае, судя по группировке. Они готовятся и к сухопутной операции в том числе, и в ближайшее время покажет, куда это разрядится. Мы видим помощь со стороны Российской Федерации, да, потому что садятся военные и транспортные самолеты. Я уверен, что также заинтересованы в стабильности власти Мадуро и Китай, да, поэтому он тоже ведет какую-то операцию по оказанию поддержки. В общем, это один из конфликтов, цепи конфликтов, которые как раз способствуют формированию нового мирового порядка. Да? И в зависимости от того, кто в большинстве этих конфликтов и победит, будет означать, остался ли однополярный мир, да? Устоял ли он, или все-таки придется делиться и интересами, и рынками Соединенным Штатам в целом. На просторах аналитики и даже таких, знаете, умозаключений мы можем вычленить, и это так немножко смотрится смешно, но в каждой шутке есть доля шутки. То есть, условно, томагавки американские из Украины смотрят на Москву, а орешник из Венесуэлы смотрит в сторону США. Понятно, что это все натянуто, никаких томагавков. Но опять-таки, мы же не знаем Трампа. Он сегодня говорит одно, завтра другое. Букмекеры только успевают делать ставки. Но Карибский кризис явно приобретает абсолютно другой масштаб. Тем более, что Трамп сегодня ракету запускает. Minuteman 3 тестирует. И делает это после Путина, как бы в ответ. А вот в этом треугольнике, на котором мы строим сегодняшнюю беседу, и на котором вы акцентируете, это Вашингтон, Москва, Пекин, ну или по-другому, кому как удобно. Китай четко говорит, нет, мы можем, конечно, ядерные испытания провести, но мы не будем. Это не в наших интересах, у нас есть, вот там примерно мы электронные пуски делаем, мы понимаем, то есть играют-то мускулами между собой. Получается, Россия и США в этом противостоянии, в этой схватке.
Я почему и сделал треугольник, да? Если брать экономическую составляющую, конечно, две крупнейшие экономики мира, без которых формирование полноценного полюса миропорядка не может быть, это Китай и Соединенные Штаты Америки, да, порядка 20% мировой экономики и у одних, и у вторых. Но военно-промышленный потенциал, да, конечно же, сейчас сопоставим, имеется в виду ядерный паритет, только у Соединенных Штатов и Российской Федерации. Да, Китай приблизится к этому паритету где-то в 30-35 году, да, если ничего не изменится и не будет никаких черных лебедей. Но еще раз, да, Minuteman 3 достаточно старая ракета. Похвастаться такими разработками, испытания которых провела Российская Федерация в последний, да, месяц, Соединенные Штаты не могут. Ну и оспаривать их военно-промышленный комплекс и военно-промышленный потенциал тоже глупо. Это геополитический игрок, это сейчас основной полюс миропорядка, который держится на силе армии Соединенных Штатов Америки. Да, мы же с вами уже говорили, что не существует мирового права, существует право сильного, и Соединенные Штаты неоднократно игнорировали устав ООН, право вето, совбез, да, решения. Мы это помним по многим конфликтам, вторжению в Ирак, бомбежки Югославии, да, опять-таки военной помощи, которую оказывают одной из сторон конфликта в русско-украинском сейчас противостоянии, да, хотя, по-моему, всем уже очевидно, что Россия противостоит и мощи военно-промышленной НАТО, но, к сожалению, да, на территории Украины и руками украинцев гибнут наши с вами, Саш, граждане, разрушается исключительно наша инфраструктура. Ну, в общем-то, это всегда и была мечта англосаксов, которая, к сожалению, реализовалась через 30 лет после падения Советского Союза. Да? Но я считаю, что это часть долгой стратегии. К этому, в общем-то, об этом и Бжезинский писал. К этому, в общем-то, долго и шло. Это было предсказуемо. И я очень долго, да, выступал против продолжения конфликта и за Минский, именно понимая, что мы станем полигоном. Но, к сожалению, настолько качественно выстроена была стратегия у Великобритании и Соединенных Штатов, что избежать этого конфликта было невозможно. И сейчас, только подойдя к Карибскому кризису 2.0, да, может произойти эта масштабная трансформация. Да, то есть остановиться конфликты на Ближнем Востоке, в ряде других государств, самое главное, у нас на территории Украины. Да, и тогда, может быть, будет разговор о всемирной большой архитектуре распределения зон влияния. Только вот когда, знаете, до ядерного конфликта останется несколько секунд, как показывают часы судного дня, да, и катастрофа. Поэтому я думаю, что к этому придет, чтобы в первую очередь и подготовить все человечество, да, людей, чтобы все были согласны на глобальные изменения, в том числе и в экономической, социальной, и в геополитической сфере. Ну, понятно, когда жареный петух клюнет, так, если проще выражаться. Когда будет угроза глобальной гибели и катастрофы, тогда люди будут согласны на очень непопулярные решения и в европейских странах, и в США, и, в принципе, в других тоже государствах. Сейчас прям какие-то, ну, не знаю, подходы к упражнению, которое называется перетягивание каната, происходят в отношении российских активов в Европе. Как вы оцениваете, кто кого? Еврокомиссия Бельгию, ну, потому что Евроклир и самый большой кусок вот этого российского пирога именно там находится. Или все-таки Бельгия своим решительным «нет» наведет очень много как бы проблем в этом отношении. Я косвенно могу предположить, косвенно. Вот мы же слышали Зеленского, что он говорит. А я не видел плана Европы по заморозке, по урегулированию. Ой, как интересно. То есть публиковали, согласовывали, коалиция желающих, консультировались. А Зеленский делает вот такой финт ушами. Это может свидетельствовать о том, что все абсолютно не решено с точки зрения европейского финансирования Украины или нет? Так, смотрите, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Знаем с детства, да. Вот эта коалиция желающих, это мне все время, это, знаете, тот, кто хочет, но не может, да. Что такое желающих? Не там могущих, да, желающих. Поэтому это смешная история. Смотрите, два краш-теста.
краш-тест для БРИКСа и краш-тест для Евросоюза. То есть Евросоюз и НАТО, что такое НАТО? Помните лорда Эсмея, первого секретаря НАТО, да? Он говорил, что НАТО – это попытка, неважно, это повод для нахождения войск США на территории Европы. По сути, когда мы разделили Европу, да, российские войска находились на территории стран Варшавского договора, да, это Восточная Европа, а вся Западная Европа была под пятой Соединенных Штатов. В 90-м году мы начали вывод войск оттуда, да, и страны получили относительно свою независимость, пока их не поглотила НАТО. А базы Соединенных Штатов никуда не делись. Они как находились в Германии и во всех странах, да, по периметру Европейского Союза, они там так и остались. И только сейчас Трамп начал заявлять о выводе войск из Румынии, из стран Восточной Европы, то есть из стран Восточного Варшавского договора. Мне это что говорит? Мне это скорее намекает, да, на то, что идет тот паритет, о котором говорит постоянно Путин, да, о том, что в момент объединения Германии Горбачеву давали гарантии о нерасширении НАТО на восток, то есть на страны Варшавского договора, да, Словакия, Польша, Прибалтика и так далее. Вполне возможно, устные эти гарантии, давайте так, устные. Да, устные. но смотрите, это же гарантии, а вывод войск – это действие. То есть риторика и действие. Если США начнет действительно выводить своих солдат с территории Европы, это будет означать конец НАТО. Противодействие, которое сейчас идет со стороны Словакии, Венгрии и Чехии, политики Еврокомиссии, будет означать конец Европейскому Союзу. И это краш-тест для Европы в целом, о чем я говорил. И когда нас тянули в Европейский Союз и в НАТО, я говорил, дорогие друзья, нас тянут туда, что через 10-15 лет вполне возможно уже не будет существовать сила Украины в нейтралитете. И если мы будем находиться на линии крушения, ну давайте назовем это империями, да, или геополитических полюсов, то это нас может просто завалить обломками. Нам было гораздо выгоднее оставаться нейтральной площадкой, на которой бы как раз собирались интересы глобальных блоков. Но нас втянули в конфликт для того, чтобы не произошло глобальное объединение Европы и Российской Федерации, о которой договаривался в свое время Олланд, Меркель и Путин. И Украина возникла как яблоко раздора. Да? В первую очередь это все инспирировалось Великобританией, которая вышла, сделала Брексит в 2013 году на кануне, да, украинского Майдана, да, украинского кризиса, который в корне развернул политику внутреннюю и внешнюю, которую начала проводить Украина, да, ознаменовалась аннексией Крыма, да, конфликтом на востоке страны, гражданским противостоянием, который перерос в полномасштабный конфликт с Россией, да, для того, чтобы втянуть сюда в финансирование Европейский Союз и поставить его как раз на грань вот этого краш-теста, который мы сейчас наблюдаем. Часть стран уже выходит из политики Еврокомиссии, и Бельгия, естественно, понимает, что если она отдаст суверенные активы, которые принадлежат России, то что произойдет? Россия на самом деле имеет на своей территории огромное количество инвестиционных проектов Европейского Союза, да, это и предприятия, и банковские активы, и огромные, да, инвестиции в газодобычу, которая и Сахалин-2 и так далее. То есть в любом случае, если на российские активы будет не только наложен арест, а они будут реквизированы и переданы Украине, то Россия, в свою очередь, точно так же поступит и с инвестициями Европейского Союза. То есть, по сути, Европейский Союз отдаст свое имущество Украине, то есть профинансирует эти самые 300 миллиардов, которые The Economist пишет необходимо Украине для продолжения войны в 26-м, 27-м и в 28-м году. То есть я думаю, что это не произойдет. Я думаю, что вот эта надстройка, да, в виде Евросоюза над суверенными интересами европейских государств просто лопнет. Потому что ее на самом деле никто из представителей европейских стран напрямую не выбирает. И это конструкция Соединенных Штатов для управления внешней и внутренней политики. Сейчас, если США оттуда выйдут, и смысл в Евросоюзе отпадет тоже. Евгений, сейчас какая-то
достаточно тревожная ситуация. Пока еще не шибко зима, но уже прохладно и уже, собственно, проблемы с отоплением. Есть мнение, что Банковая боится бунтов по поводу тепла в домах, по поводу света, ну, вообще по поводу жизни. Оцените, пожалуйста, риски. Сегодня уже первая ласточка. ТСН выходит и передает о том, что в Киевской области, значит, замерзшие жители перекрыли улицу, в домах холодно, жить невозможно. Застройщик, ну, в общем, в 2021 году не передает право собственности. То есть это не тот повод, но, ну, понятное дело, там проблемы с коммуникациями, как застраивалось вокруг Киева, все примерно понимают, и в Киеве в самом, сколько недостроев, какие поддельные документы, но мы видим прецедент, да, холодно, и, в общем, люди выходят, перекрывают дороги. Насколько это может быть массовым явлением, или согреет Вовина 1002, и как это Зайченко, глава Укрэнерго, говорит, свитер наденьте, свитер дополнительный. Вы знаете, Саша, вот были пивные бунты, да, я думаю, что в Украине могут быть только женские бунты, мужчины на улице не выйдут, иначе им светит ТЦК, но бунты на улицах, если это не улица Банковая, ни к чему хорошему на самом деле не приведут, и реагировать на это власть будет достаточно жестко. Я не думаю, что женщин будут там стрелять или садить в тюрьмы, но пока нет двигателя протеста, да, нет оппозиционных сил, их и не может быть внутри Украины, потому что любая оппозиция, читай, кто не за Зеленского, тот за Путина, да, это начал еще у нас Порошенко, помните его избирательную кампанию, когда было 2 портрета в профиль, Порошенко и Путин. Вот Зеленский же продолжает эту самую линию, да, она на самом деле держится на штыках националистов, на гражданском обществе, которое построено на гранты Сороса и USAID, да, на антикоррупционной вертикали. То есть это система внешнего управления, которая пока использует Украину как дрон. Вот сейчас все будет зависеть на самом деле от того, до чего глобально договорятся в этом нашем с вами уже любимом треугольнике. Да? Вы его называете Вашингтон, Пекин, Москва. Пусть так и будет. Да? Но это 3 равновеликие сейчас в геополитике вершины. И от того, как договорятся, будет зависеть уже проекция ситуации на Украину. Я вам напомню, что чем страшна на самом деле блэкаут в Украине. Помните, когда-то много лет назад был Алчевск, да, когда разморозилась система в домах, да, порвала система, ну, не была слита вода, ударили морозы, вода в стояках замерзла, порвала трубы, и тогда были брошены все силы со всех городов, со всех областей, чтобы купировать эту чрезвычайную ситуацию. Так вот, это маленький город. Если это произойдет по всем городам Украины и мегаполисам, а воду наверх, если вы знаете, отопление подается через верх, качают насосы, да, и заменить это какими-то генераторами, как рассказывают, ну, просто невозможно физически, да, то может быть масштабная техногенная катастрофа. Единственный выход, который будет у коммунальных служб, это слив системы в домах, да, и это будет означать, что отопления не будет целую зиму. И никакой свитер и $25 от Зеленского, да, популизм, который еще начала Тимошенко, абсолютно никому не помогут. Но это сильно поддавит наше население на выезд опять в Европейский Союз, и Европа уже, да, ограничивает выплаты и все остальное. Но это может стать еще одним из управляемых рычагов, повторяю, управляемых. Потому что, скорее всего, пододвигать Украину к принятию политических решений будет обязанность США и Европейского Союза. Да? То есть давить на Зеленского по вопросам церкви, языка, национальных меньшинств, нейтралитета. И давить будут в том числе и таким способом. Да, финансовым, разведданными, связью и в том числе через внутриполитическую ситуацию, на которую, безусловно, окажет влияние состояние нашей энергетики, отопления в домах и жилищно-коммунального хозяйства в целом.
Евгений Владимирович, вы так говорите финансово. Такое ощущение, кажется, что у Зеленского какая-то безлимитная карточка. Сегодня вот 50 тысяч там, при рождении ребенка, поднятие зарплаты учителям, студентам. В общем, как такой, направо и налево, действительно. Малоимущим зимняя поддержка. Вот Вовина 1002, который я сказал. Но я бы хотел посмотреть на вот это все. Вы это комментировали когда-то, мы с вами говорили уже об этом. Я бы хотел на это посмотреть все через призму украинского военного. И две составляющие. Вопрос первый. Есть ли за что поднимать зарплаты военным? Ведь был клич брошен. Европейские страны, организации разные международные. Пересмотрите, пожалуйста, свою политику, чтобы вы могли напрямую финансировать человека с ружьем. Ну, солдата украинского. Это нельзя ни каким-то организациям, ни странам другим, да, потому что это как бы вступление в войну. Получается, что пересмотрели, но уж так серьезно взялся Зеленский за повышение довольствия вооруженных сил Украины. Но тут возникает еще один такой подколодная змея несправедливости. Контракты там слили, которые Кабмин рассматривает. В общем, год получаешь там одну сумму, потом в рассрочку выплату, да, потом, если 2 года, то большая сумма выплаты. Если 10 лет, то есть 2, 5, 10, ты конкретно получаешь деньги, а потом за 10 лет службы, там, в течение какого-то времени, по частям, порционно тебе обещают выплатить, ну, условно, там, 1-2 миллиона, в зависимости от срока. Во-первых, если на это, вот вы как экономист, просто если посмотреть на вот эти слитые данные, которые официально не опубличены, это просто пока вроде как говорят, вот такую модель рассматривают, первым делом политически все говорят, что это калька Российской Федерации, это чтобы, условно, человек, который пришел, ему дали денег, и он воюет за деньги. И все разводят руками и говорят, подождите, а почему раньше этого не сделали? Ну и с точки зрения экономической, насколько это рационально, получается расчет на то, что тебе подписанный контракт не суждено, ну, в общем, закончить, потому что денег, соответственно, не получишь в эту рассрочку. Прокомментируйте, пожалуйста, эти решения. Саш, ну я думаю, что наша власть сейчас живет по 2 принципам. Да? Нам бы день простоять и ночь продержаться, и либо пан, либо пропал. То есть Зеленский может обещать все, что угодно. Если будет принято решение продолжать конфликт, и что этот конфликт будет влиять на Россию с точки зрения сближения ее с Китаем и формирования нового полюса миропорядка, если он будет забивать эту игру, его будут финансировать, да, если не договорятся о чем-то другом. И тогда профинансируют любые расходы. А если нет, то и финансировать их не придется. Но Зеленскому сейчас нужно удержать ситуацию. Мы же с вами, вот если отбросить там наносной патриотизм, популизм и посмотреть на реально карты военные, что происходит на поле боя, да, идет глобальная, в принципе, негативная ситуация для вооруженных сил Украины. Причем по всей линии фронта. Да, это и Харьковская область, и Запорожская, и Днепропетровская, и участок, да, Луганской и Донецкой областей. То есть по всей линии соприкосновения ВСУ отступает. То есть ситуация на фронте, ну, можно сказать, критическая, да, и если сейчас глобально что-то не изменится, а что может на это повлиять? Либо увеличение группировки украинских войск, либо глобальная какая-то вундерваффе, которые передадут иностранные партнеры режима Зеленского, да, для войны в Украине. А что это может быть? Ну, мы уже видели, да, и F-16, мы уже видели и Storm Shadow, да, и так далее, но это все не меняет ситуации на поле боя, имеется в виду критично. Поэтому Зеленский сейчас пытается хвататься за любую соломинку. И ему нужно действительно удержаться, чтобы даже не допустить дворцового переворота. Это ведь тоже возможно. Мы же с вами видели публикации в Бросовой, да, такой социологии, где 2 следующих кандидата за Зеленским – это Залужный и Буданов. Да? Опять-таки 2 ставленника Великобритании. То есть, по сути, даже смещение Зеленского, да, глобальную ситуацию в внутриполитической и внешней политике Украины не изменит, поскольку в случае проведения, да, выборов все равно ставленники будут Великобритании. И таким образом сейчас идет, ну, игра на многих досках, да, как
у Бендера сеанс одновременной игры. И Украина всего лишь одна из досок. И Зеленский пытается удержаться в тренде, да, пытается оспаривать реальное положение дел на поле боя, показать, знаете, что он, извините, полезный идиот, который гробит свою страну в интересах коллективного Запада в большой геополитической игре. Я очень надеюсь, что и внешняя, она уже действительно тронулась с места. И, как мы с вами обсуждали, за следующий календарный год все ключевые решения будут выработаны, да, и к концу года конфликт будет окончен окончательно. Извините за масло масляное. Игорь Владимирович, еще один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, это то, что продолжается издевательство над настоятелем Святогорской лавры владыкой Арсением. Смотрите, сказать, что это там для чего-то нужно информационно, ну так, такой какой-то момент. Да, все же сейчас в Покровске, вот все о Покровске. Даже Зеленский поехал в Покровск. Даже Буданов там высаживается на черных ястребах, свой спецназ высаживает. Все, в общем, вокруг этого все топчутся и правильно делают, потому что ситуация угрожающая. Да? Наверное, потом следующим будет там Купянское направление. Ситуация на фронте. Все они резко вспомнили. Ведь забыли до. И если бы в условном затишье об этом говорили, да, можно было сказать, вот прокачивает Зеленский потужность. Но тут же возникает вопрос не просто гонений на Украинскую православную церковь, людей, которые ее представляют, людей, которые служат в этой церкви, а тут еще возникает такой человеческий какой-то аспект. Значит, старик маринуется 3 одновременными заседаниями в 3 районах города Днепра. Его выпускают под залог и тут же берут СБУшники. В общем, возят по судам, больницы, давление. И, тем не менее, опять СИЗО на 60 суток. Суду плевать, обвинение серьезное. В общем, подрыв территориальной целостности, сомнение там суверенитету. В общем, на врага работает. Вражина какой. Зачем это? Точнее, понимаете, глобально это можно поговорить, зачем это. Но зачем это в частности вот конкретному настоятелю Святогорской лавры? Саша, вы не знакомы с владыкой Арсением? Нет, я бывал в Святогорске 2 или 3 раза. В самом монастыре приезжал туда. Но с владыкой я не знаком. Вы знаете, я встречался с ним 2 или 3 раза, тоже приезжая в монастырь. Он абсолютно божий, аполитичный человек. Вы знаете, иногда, когда смотришь на священнослужителей, не всех, скажем, прямо, да, но ты прямо видишь в глазах этот цвет, да. Вот это один из таких людей. Я знаю еще одного такого представителя церкви Одесской области, не буду называть его имя, да, светлейший человек, и владыка Арсений, да, один из немногих, на которых смотришь и чувствуешь себя, извините, голым. Когда тебе стыдно за все, что ты в своей жизни сделал, подумал, совершил, понимая, да, чем веет от этого человека. Светлейший, повторяю, человек, абсолютно аполитичный. Свидетелем по его делу выступает 3 сотрудника СБУ. Почему? По-моему, ответ очевидный. У нас есть 3 столпа Украинской православной церкви. Это Свято-Успенская Святогорская лавра, настоятелем которой является владыка Арсений, Почаевская лавра и Киево-Печерская. Да? То есть давление на них, на 3 столпа, это часть политики по уничтожению православия в Украине, которую проводит Зеленский. Не христианин, не славянин, и не буду продолжать. Да? То есть человек, который стал приговором Украине всего того, что для Украины являлось традиционным и святым. Поэтому давление на владыку Арсения, да, имеет несколько... Не буду сейчас в православные, да, каноны углубляться, но монашество – это основа вообще каноничности церкви. То, чего нет у ПЦУ, да, но то, что есть у УПЦ. И вот это, пытаясь нарушить, конечно, давят на всех представителей, да, православной церкви, особенно монашества, коим является настоятель Свято-Успенской, Святогорской лавры владыка Арсений. Да? Там большое монашество, это большой монастырь, там постоянные круглосуточные службы, да, в том числе и в подземных, достаточно древних монастырях. В общем,
это удар по каноническому православию. Я еще раз говорю, да, я считаю, что ПЦУ – это политическая церковь, которая призвана перевести и окатоличить украинских, да, прихожан, украинских верян. Потому что все вот эти праздники, которые теперь на европейский, читай, католический манер, да, перенос по датам, это и есть часть вот этой стратегии. И это часть попытки отрыва Украины, да, от своих исторических православных корней. Я думаю, что эта попытка не удастся. Владыка Арсений сейчас действительно в тяжелом состоянии, он нуждается в медицинской помощи. То, что происходит на него беспрецедентное давление, это факт, но вы посмотрите, как героически он себя ведет. Да? Он не считает, что поражение терпит УПЦ, он считает, что нет испытаний, которые бы давал Всевышний, с которыми не справится православный человек. То есть я снимаю шляпу, очень за него переживаю. Да? Не хочу много говорить, чтобы не усугубить его положение в украинских застенках, но я думаю, что Бог таких любит, все будет хорошо. В любом случае, я знаю, что ведется огромная работа по привлечению внимания, да, в том числе и европейских институций к данной проблеме. Я знаю, что есть обращение и через лоббистов к администрации Трампа. Я надеюсь, что гуртом повлияем и на нашего еле-еле поца, который сейчас управляет нашей страной, извините. В финале, чтобы точку поставить, ведь это же ярчайшая тоже вот такая точка, да, как это, красной пастой, как у нас в школе говорили, да. Ведь Зеленский твердит, что он хочет заканчивать войну, но никаких действий в отношении русского языка, то, что не требует от тебя уступок на фронте, уступок с точки зрения силы, да, потому что там ВСУ, сила, вот, собственно, снабжение, такие гуманитарные вещи он не демонстрирует. По языку все дальше, чем дальше, в общем, темный лес. Таксистов опять штрафуют, в общем, травля, ну и так далее. Да, эти новости, они льются, их даже уже как-то даже отслеживать становится немного стыдно. Эти все высказывания, эти все штрафы, эти все... Ну, это тоже, конечно, цирк, понимаете, потому что одно другое заменяет. Вот, например, клуб «Палладиум» в Одессе, ночной клуб танцевальный, пришли, прям закрыли, прям залетели, потом проверка, кипер говорит, все, закрыть отельно-ресторанный комплекс. Почему? Потому что играла русская песня, а там народ под нее плясал в Одессе. Ну, там есть более умные люди, которые говорят, это только, конечно, повод, да, и вообще это активы, связанные с Трухановым, окружение Труха, короче, обезжиривают. Труханов там, а его обезжиривают. Ну, в общем, никаких уступок по теме языка. По теме религии мы видим, ну, беспрецедентное давление на владыку Арсения и другие постоянные действия. Союз православных журналистов под санкциями. Евгений Владимирович, Союз православных журналистов. Я когда узнал, думаю, елки-палки, подождите. Так а чем они? Они пишут о церкви, да? Они пишут о духовной жизни, о событиях. Если пишут что-то плохое, критичное в адрес власти, так эта власть сама инспирирует захваты храмов, ну и так далее. То есть, абсолютно вроде как не про политику, да? Но тем не менее, там на часть людей, 12, по-моему, человек, прям вот, санкции. Как понять, вот видите ли вы этот маркер, да, условно, какое решение, полурешение, ну, заявлением сейчас верить нельзя, но вот что должно продемонстрировано быть, чтобы мы все сделали вывод, ага, пошли на какие-то уступки, договоренности, значит, скоро будут какие-то более-менее вменяемые переговоры. Саш, я с вами не соглашусь. В какой степени? Смотрите, опять-таки, судим по делам. Я согласен, что давление на владыку Арсения, да, это, ну, такой негативный маркер. Но тут может быть и часть личного. Я думаю, что Зеленский общался с Арсением и понимает свою ничтожность по сравнению с ним, да, и вот тут вот эта зависть и чувство собственной неполноценности, что для него очень болезненно, да, и он этим, к сожалению, живет и реабилитируется за чужой счет по этому поводу, может быть как бы личной составляющей. Плюс я знаю, что за владыку Арсения выставили там какой-то непомерный
ценз по обмену, там то ли 30, то ли 40 человек совершенно отпетых, которые считаются военными преступниками, совершенно законно. Есть доказательная база по совершению преступлений против мирного населения, да, но его хотят поменять. И я так понимаю, что сейчас переговоры идут, возможно, они увенчаются успехом. Если владыка Арсений даст на них добро, еще надо тоже не забывать. Но касательно того, что вы не видите маркеров, я вижу. Смотрите, недавно был суд по запрете, да, Киевской патриархии, вы знаете, да, и его перенесли. Хотя могли вынести, как вы понимаете, управляемые суды, совершенно незаконные, беспрецедентные, но решение, которое бы запрещало Киевский патриархат, да, Киево-Печерской лавры, Киевский патриархат. И второе, да, был законопроект, который должны были внести о лишении русского языка статуса языка национальных меньшинств, но ссылаясь на решение Европейской комиссии, на которую всегда забивали и не обращали внимания ни большинство, которое было при Порошенко, ни тем более большинство Зеленского, неожиданно, да, сняли с рассмотрения в Верховном Совете Украины, в Верховной Раде. Это что означает? Что два ключевых вопроса, которые являются требованием России в качестве условий мирного урегулирования, да, подвесили, они вынесли по ним негативное решение. Поэтому я наоборот считаю, что переговоры о модальностях мирного урегулирования сейчас проводятся. На Зеленского давят, да, и в результате этого давления перенос решения суда и снятие с рассмотрения закона, который бы убил статус русского языка как языка. Ну, у меня язык не поворачивается назвать языком национальных меньшинств, потому что вы, как и я, знаете, да, что больше половины, наверное, населения в Украине его всегда до войны использовали, ну, в обиходе как средство, да, бытового общения. Поэтому я думаю, что перспективы как раз наоборот позитивные, да, но они, еще раз, я не хочу никого обнадеживать, я думаю, что как минимум год до урегулирования. А касательно Кипера, ну, честно говоря, стыдно. Вроде наш парень был, да, даже родился в Одесской области, был люстрирован как человек, который занимал руководящую должность в прокуратуре во времена бытности Пшонки, да, генеральным прокурором, а потом стал советником Ермака, был реабилитирован и как полезный жополист побежал исполнять все нацистские, противоречащие, уверен, его внутреннему состоянию, да, решения, в том числе и закрытие клубов под предлогом того, что там исполняется русская музыка. Друзья мои, смотрите, Одесса, да, ну, много вы, наверное, читали в последнее время аналитики, ГУР Украины, да, помогал Труханову, да, у него были тесные связи, а некоторые отдельные подразделения, да, стояли на всех финансовых, да, схемах, платных парковок и так далее, собирали под себя деньги, поэтому удар по Труханову – это сигнал всем органам местного самоуправления и персональный привет Буданову. И вы, Саша, только что упомянули спецоперацию, когда 11 спецназовцев забросили в Покровск, друзья мои, почитайте данные, там 11 тысяч украинских солдат ВСУ, 75 тысяч российская группировка, да, по данным украинской разведки, и тут 11, я не знаю, киберспортсменов, да, должны были в корне изменить ситуацию. Нет, я думаю, что это удар. Люди, которые слушают Зеленского, могут добавить еще одну цифру. 170 тысяч россиян на этом направлении. Еще круче. И представляете, 11 морских котиков на вертолете сейчас в корне ситуацию изменит. Хотя мы же все прекрасно понимаем, что киллзона, да, это в первую очередь FPV-дроны. Не хочу уходить в технику. У войны есть математика. 11 человек против 170 тысяч, кем бы они ни были. Они ситуацию поменять не могли. Но распиаренная история больно ударит по Буданову. И я думаю, что началась системная подготовка к нивелированию его влияния и рейтинга на кануне возможных выборов после окончания военных действий где-то в перспективе 1 года. Просто идет электоральная зачистка. Ничего другого, ну, я в этом не вижу. Да? Зеленский по-прежнему раскладывает свои в разные корзины, да, и все-таки надеется, что, может быть, каким-то образом, сдав очередные национальные интересы, хотя сдавать после ресурсной сделки, снятия моратория с продажи земли вроде бы уже и отдавать нечего, но надеется каким-то образом своей полезностью продлить свое политическое будущее
в политическом, да, поле Украины. Евгений Владимирович, сразу видно, не разделяете вы мнение Кучмы, который вышел в интервью, большом интервью, и говорит, что Зеленский – это лучшее, что было с Украиной. Саш, я забираю свои слова обратно. Я когда-то говорил, что это один из лучших президентов. Да, мудак он, короче, извините, полный. И я понимаю, что сейчас влияние Пинчука, да, олигарха, про которого все забыли, который на самом деле финансировал демократическую партию, который получил свое состояние в результате приватизации и олигархизации Украины, да, раздела всех стратегических активов, которые попали в том числе и члену его семьи. Сейчас, выживая, он хвалит петуха, вернее, помните это? За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Но вот в данном моменте Кучма – это кукушка, да, а Зеленский – это петух, которого он хвалит. За то, что тот не трогает, да, и раскладывается, сохраняет отношения с Демпартией через Пинчука. И, в принципе, ну, я по разным, да, данным знаю, что, в общем-то, они политические родители Андрея Ермака, с помощью Левочкина, да, и остатков ОПЗЖ, ну, опять-таки, тот же Подоляк и вся вот эта свора, да, и тот же Арестович, кстати, да, это все птенцы одного гнезда. Поэтому Кучма, да, бенефициар нашей трагедии, он ее основополагатель, он ее прародитель, потому что именно олигархи стали, да, ее первопричиной. Они могли защитить Украину, они могли надавить на Порошенко, на Зеленского, но они этого не сделали. Да? В конце концов, они были основополагателями Майдана, которым потом воспользовался США, установив полный контроль и ввергнув Украину в войну, полностью для нее разрушительную. Поэтому забираю свои слова, больше ни одного хорошего слова про Кучму не скажу. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя в это непростое время, следим за ситуацией. Добра и света. Увидимся. Всего доброго.